Тасина. Вот она, эта станция. Ворота Бужи. Да, вот поезд идет. Прошел поезд, и мне пора идти вперед. Бабочки. Много-много-много бабочек. Жара. Кроме бабочек еще немало слепней. Но слепни пригодятся. Как-то на реке Поле я на слепней выловил несколько рыбок. Может, и тут получится. Вот они какие. Вот они, бабочки. Красота. Это лето. Это счастье. Хотя мало счастья в нашей жизни. О, посмотрите, ребята. Разве не чудо? Разве это не чудо? И такие бабочки, и сякие. Там где-то Бужа. Но я пойду дальше. Я пойду к роднику. Вот они. Вот они. А мне идти туда, по этой пустынной дороге. Наконец дошел. Иду к удивительному чуду природы. Роднику. Вроде бы называется он Свиношное поле.
посреди заболоченного леса удивительный родник. Вот он. Тут вот родник. А вот икона. Господи, прости меня грешного, прости. Ах, прости, помилуй, Господи. Буду набирать сейчас водичку. Отдохну тут. До реки осталось 800 метров. Комарики есть. Сколько лет, много лет я уже здесь бываю. Одно из любимейших моих мест. Мещера. Вот кувшинчик, которым набирают воду. И вот туда я пойду. Хотел ночью приехать после работы в пятницу. Но потом подумал, ведь устану. По темноте буду идти. Какое удовольствие. Поэтому приехал в субботу. В комарики. Ладно. Надо передохнуть. Вот он, родничок. Вот какая вода. Чистая вода. Удивительно, как же среди болота не коричневая вода. Наверное, из подземных каких-то горизонтов она идет. Чуть-чуть сероводородом пахнет, как минералка. Эх, бывают же чудеса природы. Эту воду я наберу, потому что в Буже, в реке, вода коричневая и для чая плохо подходит. Варить еду можно на ней. А вот чай приобретает вкус не очень приятный. Что ж, ребята, наберу сейчас водички и пойду. Рано в этом году черника поспела. Уже практически сладкая. Вот она. Вот тут еще есть. И вот тут. Ух, сколько. Ням-ням. Впервые в этом году ем чернику. Это сласть. Компотик. А, взял сухофрукты. Если там поблизости к месту стоянки будет ягода, добавлю. Укреплю компот черничной силой. Ой. Ням-ням. Вот она, красавица лесная, ягодка черничная. Жара. Вот она и созрела. Вот она. Некому собирать тут. Глухие места. А вот бутылки. Сколько лет я уже здесь их храню в потайном месте. Приезжаю, заполню водой родниковой, попользуюсь, потом убираю. Лет 5, наверное. Может и больше. А вот сколько комариков. Вот они. И слепни. Всякого тут полно. Вот лес. Такой вот тут лес. Глухой лес. Настоящий. Одно из любимейших моих мест. Здесь душой отдыхаешь. Светло на душе. Даже когда все не очень хорошо в жизни. Это спасение.
Вот он, рюкзачок. А вот родничок. Буду заполнять воду из этого прекрасного родника. Так что теперь на берег. Эх, ну что ж, здравствуй, Божья река. Коричневая вода. Облака отражаются. Уровень немножко упал по сравнению с весной. Тут очень здорово. Думаю, искупаюсь сейчас. Вот горячий зеленый чай на такой жаре — это спасение. Не какие-то холодные напитки, не тем более сладкие газировки. Ничего этого пить не надо. Немножко горячего зеленого чая. И все. И спасение придет. Как же тут хорошо. Летом вообще хорошо. Но в таких местах. Ах. Вон какая водичка чистая. Обратите внимание, друзья. Прозрачнейшая. И это вот из родника. Палатку я обычно ставлю где-то здесь. В этих вот местах. Какие тени. А вот там вот имеют обыкновение рыться кабаны. Вот они в том году копались тут. Я как раз был в это время, спал. Утром рыбаки приходят, говорят: слушай, а у тебя ж кабаны прям возле палатки рылись. Я говорю: не слышал я ничего, спал. А у меня был с собой кирогаз. Такой прибор, который на керосине работает, горелка. И я говорю им: ну, наверное, бы они не пошли ко мне. У меня ж там керосин стоит, пропахший керосином кирогаз. А один из рыбаков говорит: нет, наоборот, такой запах их привлекает. Хорошо, что не пришли они к тебе. Вот и вопрос. Привлекает ли керосин кабанов или не привлекает? Я не знаю на него ответа. Знаю, что они очень обладают хорошим обонянием. Лучше, чем у собак. Поэтому-то они способны всякие корешки из-под земли вырывать, унюхивать. И свиньи трюфелей. Трюфели ищут. Обоняние хорошее. Но вот что касается керосина, нравится им такой запах или не очень.
Ну, посмотрите. Вот оно счастье. Видеть такое, быть тут. И ничего не надо больше. Ну, слепни, да, есть. Что поделаешь. Может, поймаю рыбку. Удочку взял. Ну и спиннинг тоже. Щука тут бывает. Встречается. Зубастая. Не крупного размера и не жирная, как на севере. Но был случай. Больше килограмма тут я ловил. Щуку. Окуни крупные есть. Да, и с окунем был случай. Печальный. Выловил я окуня. Сварил. Поел. Все здорово. А потом, как началась гроза с ливнем. До такой силы, я думал, убьет меня тут молния. Потоп. Все залило. Насквозь промок. И так вышло по глупости. Телефон намочил. Намочил телефон. Перестал он работать. Пришлось новый покупать. Но выходит, это был один из самых дорогих окуневых супов. Известных мне. О, ящерка. Какие они хорошие. Вон еще одна. Видите? Вон она там. Много их тут. Наверняка и змеи есть. Гадюк тут видел. Все тут есть. Такое уж место. Ну что ж. Надо искупаться. Надо искупаться. Насобирал немного черники. Ну и, конечно же, решил приготовить компот. В небольшой емкости, в какой я завариваю чай обычно. Мне много и не надо. Было бы много ягод. Сварил бы и в большой емкости. Но не просто их собирать. Вон ящерица. Оп. Вон она. Газ. К газу ползет. Много их. А вот ягодки. Вот этого хватит на компот. Жарища. Телефон нагревается, аж держать трудно. Перегревается. Сейчас сварю компотик. Уже искупался. Хорошо. Много бабочек. Рыбу пока не поймал. Но на такой жаре, может, она и не будет клевать. Хотя какое-то движение там есть в реке. Круги расходятся. Щука ходит там. Или окунь. Кто их знает. Кто-то там есть. Но не про нашу честь. Да и на такой жаре рыбные блюда есть. Конечно, можно. Но в основном хочется только пить. А есть особо не хочется. Да. Вот уже все там закипает. Ягодки тут. Вот сахар тут. Так что сейчас их туда, и будет компот. Вот он компот. Мало осталось его. Слишком вкусный он получился. Первый в этом году компот из черники. Даже трудно подобрать слово, чтобы обрисовать вкус этого напитка.
божественно, великолепно, запредельно. Наслаждение, которое дает этот компот, невероятно. Уже 2 раза купался в реке. Скупаюсь, компотика попью. А вон птица пришла. О, полетела туда куда-то. Он, глубинный народ, оставил о себе память. Какие-то коробочки, видимо, с червями, банка, стекло и т.д. Глубинный народ. И ведь это местные жители, не приезжие. Выныривай из глубины, народ. Плохо там на глубине. Грязно. Вот. Самое лучшее применение сахара в походе. Приготовление компота. Если есть ягоды, из ягод нету их, в такой сезон, зимой, поздней осенью, ранней весной, то сухофрукты. Вот горелка, термос. Бабочек, конечно, очень много, но немало и всяких других насекомых. Слепни, комары. Приходится брызгаться рифтамидом. Ну так, не кусают вроде. Гудят, летают. Что поделаешь. Обещали грозы, дожди. Но пока вроде как нет их. Никаких дождей. Ближе к ночи разразится. Небо становится ближе с каждым днем. Ландыш тут. Прекрасное место. О, ужалил таки слепень. Вон еще. Там вот брусника. Вон я уже поставил палатку. Что боялся. Вдруг дождь, гроза. Я тогда быстренько раз туда. Вещички-то свои отнесу. Спрячу там. Палатка хорошая. Проверена уже годами эксплуатации. Надежная, удобная, легкая. Вся вместе с тентом. Около 2 килограмм это все дело весит. Потом покажу внутренность. Внутри палатка. Внутренняя, снаружи тент силиконовый. Даже тут есть разделка под трубу. Это если с печкой применять. Есть петля, чтобы закреплять веревкой вместо колышка внутри центрального. Вентиляционное отверстие. У тента молния только с одной стороны. Вот она. А у палатки с обоих сторон можно открыть.
Спиннинг кидал, ничего не накидал. Ну, на такой жаре, скорее всего, не поймается рыбка-то. Вот тоже привет от глубинного народа. Свиньи глубинные. Может, если буду жечь костер, сожгу это все дерьмо. Эх, ранит просто это вот в таком месте, в такой красоте бросать. Кем надо быть, каким дерьмом. Сосенки молодые. В этом месте я как-то видел, охотилась гадюка, мышку ужалила и пыталась пожрать потом. Я ее спугнул случайно, потом отошел, тихонько наблюдал за ней, она проглатывала мышь. Вот такие вот сухие сосновые либо еловые веточки, они очень хороши для растопки. Очень часто они сухие в дождь даже. Мелкие, тонкие, легко разгораются. Это спасение, когда надо развести костер. Эх, как же тут хорошо. Но жарко. Уже пару раз искупался. Коричневый, как чай в воде. Целебный, наверное. Вода. С болот идет. Из озера Исихра. Вот так вот. Не страшны нам ковидные ограничения. В лес с палаткой и кайфовать.
Обещают грозу. Решил, пока она не началась, разжечь костер. Искупался недавно, уже вода прохладнее чуть-чуть. Нет такой теплоты в ней. Хорошо. А то жарище 32 градуса. А на солнце, небось, и больше. Что-то очень много насекомых. Комары, слепни. И вот я решил кастрик развести, чтобы хоть немного дым отогнал комаров. Брызгаюсь, конечно, аэрозолем. Брызгаюсь. Но помогает не особо. Может, конечно, без аэрозоля меня вообще бы съели. Кто его знает. Вот. Так костер натаскал из леса всяких гнилушек. Валежник. Ну вот, и разжег. Если гроза начнется, будут угли. Не так сложно будет разжечь. Сейчас думаю, что мне приготовить. Есть у меня рис. Лук, морковка. И упаковка мидий в масле. Вот это все можно вместе соединить. Получить офигительный плов. Такое я готовлю нередко и в городе. Обжарю лук, морковку. Рис потом приготовлю. Все это вместе. И туда мидии. Мидии долго нельзя готовить, а то они станут жесткими. Заварил вот еще чайку. В чайнике заварил. Вот он, чай. Пить хочется, ужас. Компота литр выпил. Чая тоже термос целый выпил, крепкого, зеленого. Жара, жарище. Много насекомых. И муравьи, и комары. Чего только нет. А поскольку объявили грозовое предупреждение, что град будет, я решил укрепить палатку-то свою растяжками. С такими растяжками ничего с ней не случится. Кстати, надо убрать. Сейчас покажу, что внутри. А внутри вот так. Вот это коврик мой лежит. Там вот спальник легкий. Солева кватро. Вкладыш. Может, в одном вкладыше буду спать. Вот комар залетел. Ну ничего, этих я истреблю. Приоткрыл здесь сетчатую дверцу, чтобы не так душно было. А вот это усовершенствование. Такая труба тканевая. Она управляет потоками воздуха. Не дает холодному воздуху прям сразу идти сюда. Не выпускает теплый воздух. В общем, она очень помогает. Зимой особенно. Ее можно при желании завязать вокруг кола центрального. А внизу, обратите внимание, он тоже упирается в землю и проходит через дно, через такой вот рукавчик. Это очень грамотная мысль. Вообще, эта палатка великолепна. Долго я шел к ней. Считаю, что это идеал в своем роде. Вот, рюкзак лежит. Солнечная батарея, павербанк.
Вот сплю я всегда с левой стороны палатки почему-то. Не знаю уж, как это объяснить. Ну, так мне нравится. А с этой кладу вещи. Все сюда кладу. Складываю. Тут довольно много места и в тамбуре. Вот он тамбур. Такой же с другой стороны. Палатка эта великолепна. Всем ее настоятельно рекомендую. Лучше трудно что ли придумать. Конечно, есть какие-то минусы, что она не самостоящая. На голые камни трудно будет ее поставить. Но можно при желании поставить куда угодно. Зато исключительно ветроустойчиво, снегоустойчиво, вместительно, легкая. Конденсата там нет. Хорошо внутри. А тем временем вечереет. Вон солнышко заходит уже. Абсолютный штиль. Дым идет прямо вверх. Вон он поднимается. И куда-то постепенно уходит в лес. Костер еле-еле там тлеет. Ну и хорошо. Дрова сохнут. Сейчас они особо, огонь не нужен от них. Пусть сохнут. Потом еще принесу. В лесу их много. Такой стиль. Река, как зеркало. Купался сегодня раза 4, а может и 5. Духота, жар. Окунешься, и сразу хорошо. Вода коричневая. Кто там, он, лягушка, что ли, или кто? Вон. Очень коричневая вода. Через болото течет. А уже туман. Туманчик начинается. Вот так вот вечереет. Мало времени, мало. Ну, хоть что-то. Лучше так, чем никак. Дым костра. Эх. Еще запас дровяной. Ну, конечно, палатку оставлю подальше от костра, чтобы ни искры, ничего туда даже теоретически не могли долететь. Какая красивая ветка свисает. Много-много-много лет свисает. Вот так вот. А скоро и стемнеет. Уже конец июня. Июль, август. И все, привет, осень. Там зима. И опять ждать лета. Вот такого вот лета. Лето короткое у нас. Поэтому и ждем его. А зима долгая-долгая. Тоже хорошо зимой, но вот темно, пасмурно. Особенно в начале зимы. В феврале уже, в марте бывает светло. Тогда тоже хорошо. А вот декабрь, конец ноября, суровое время. Депрессивное, печальное. В 4 часа темнеет. Уходишь темно, приходишь темно.
Вся жизнь в темноте или при искусственном освещении. Это непорядок. Так жить плохо. Выбора пока нет. Ну вот, пришло время готовить ужин. Будет плов с мидиями. Вот такие вот мидии в масле. Часть масла я вылил в сковородку. Вот здесь рис готовится на газу, на слабом газу. Рис басмати. Всегда такой беру. Он рассыпчатый, вкусный. Как готовлю? Одну меру риса заливаю 2 мерами воды. Прежде промываю рис. Но поскольку тут воды у меня не дофига, один разок промыл и все. Вот. Добавляю туда соль, пряности всякие. И после этого варю. Он воду все впитает. Будет рис. Варится. А тут на вот этих углях слабеньких на сковороде шкварчит. На масле из мидий, которые я добыл. Растительное, скорее всего, конечно, масло. Смесь фиолетовой морковки и белого лука. Удивительное сочетание. Рис получается вот такого сизого аж цвета, когда добавляется в него такая обжарка. Но я люблю всякие эксперименты необычные. Меня не пугает такой цвет риса. А вкус у этой моркови хороший. Главное, что она еще и полезна. Эти же окрашенные вещества, они антиоксиданты, как и в чае зеленом. Все это препятствует старению, укрепляет сосуды. Ну и вообще вкусно и интересно. Не то, что одно и то же есть однообразно. Надо экспериментировать. Много комаров. Сейчас-то чуть поменьше, а днем, ой. Ну, вон бабочка прилетела. Видимо, запах еды ее привлек. А вон она сидит. Красавица какая. Муравьи кругом ползают. Бабочек много. Когда я шел по дороге, столько их сидело. Они вроде какие-то соли едят, потому что на зале вот это, на кострище тоже много бабочек. И они своим хоботком постоянно туда тыкают в эти угли. Может, там что-то есть для них интересное. Ну, а может, просто по глупости. Хотя это вряд ли. Чтобы совершать глупости, надо быть достаточно развитым существом. Парадокс. Ну, вся жизнь наша состоит из парадоксов. Сейчас пожарю смесь лука и моркови. Добавлю в рис. Туда же добавлю чеснок. И мидии. Будет очень сытное блюдо. Скорее всего, останется и на завтра. Вряд ли я все съем. 1,5 вот такие вот чашечки белые, вот которые от термоса, одна из кружек. 1,5. И 3, соответственно, воды. Это почти кастрюля вся будет риса. То лопнуть можно. Что-то он уже начинает шкварчать. Видимо, надо выключать рис. Да, пора заняться этим. Вот готовится лук. Рис уже сготовился. Лучок тут жарится. Как размякнет, пойдет к рису. А вот тут чеснок.
что все в жизни было ок. Мидии. С мидиями осторожно надо. Муравьи могут забраться. Вот рис. Сготовился рис. Хороший рис. Осталось дождаться лука. А чеснок я добавлю в рис сейчас. Помельчу его, покрошу. Пусть отдает аромат свой. Тут я один. Можно не бояться, что будет чесноком пахнуть. В этом плюс одиночного похода. Можно есть что угодно. В том числе чеснок. Вечереет. На ночь наемся, чтобы спалось лучше. На голодный-то желудок не особо спится. Мысли о еде преследуют. Туман. Дым, туман. Загадочно. Птички поют. Ну, хорошо. Ну вот, ночной костер. Одно из величайших наслаждений похода. Газ — это хорошо. Газ — это утилитарно, удобно. Но нету в этом магии. А вот костер, он приносит истинное наслаждение. Можно сидеть, смотреть на него долго-долго. Но комарики не спят, покусывают. Даже репеллент не помогает особо. Что делать? Вот решил еще чайка вскипятить. Заварю еще разок. Плов был острый, соленый, с устричным соусом, со всякими там разными специями, приправами. Поэтому и вот утро. Палатка подверглась нападению бабочек. Каких только нету. К счастью, никакой грозы и прочей непогоды не произошло. Но лучше подготовиться к чему-то более серьезному. Растяжки поставить недолго, но зато в случае порывов ветра они могут помочь. Везде бабочки. Даже на удилище бабочки сели. Вон они.
В этом году что-то очень много их, бабочек. — 8 часов сейчас утра, а уже такая жарища. Опа, найден артефакт. Во, это, видимо, от изоляторов. Куда-нибудь пристрою. Тут есть такие артефакты. Как они здесь оказались, непонятно. Река. Она красива в любое время. Сейчас по ней плывет какая-то мелкая пыль. Может быть, тоже пыльца. Кто знает. Надо попробовать половить. Может, что получится. Хотя надежды на это очень мало. Ну, сначала можно немного перекусить. Плов остался вчера, так что сейчас я его разогрею на сковороде. Поем. Вон бабочки-то не теряются. Плов у меня вот здесь. Уж много муравьев, пришлось в пакет его завязать, чтобы не налезли туда, они внутрь. Вот сейчас буду разогревать. Перекушу. И займусь чем-нибудь. Ловлей рыбы, например. Вот и вчерашний плов. Хороший получился плов, рассыпчатый. Сейчас разогреваю. Видно, что морковка эта фиолетовая передала какой-то цвет. А лук, хоть и белый был, тоже стал как будто синий лук. Интересно. Ну, главное, чтобы не подгорело. На этой сковороде все очень сильно подгорает. Там мидии есть. Под крышечкой чуть-чуть погреется на газу. И можно кушать. А что потом буду готовить на обед, это надо решить. Риса нет. Значит, буду есть всякое быстрого приготовления. Сыр пожарю. Еще, может быть, что-нибудь. Сухарей поем. Черный хлеб. С голоду не помру. Да и вообще, как бы, надо ограничивать себя в еде. Не обжираться же, в конце концов, в походе. То будет тяжело. Надо, пора уже выключать. Опа! Вот, плов разогрет. Муравьи в него не смогли залезть ночью. Уже был в пакете. И кастрюлей вроде он не пригорел. То есть плов изготовился хорошо. Костер
Пожег вчера немного, но небо было не очень ясное. Звездочки еле-еле видны были. Падают шишки. Вон бабочка села прям на меня. Вот они, бабочки. Вот она красота. А сегодня уезжать. Такая вот ирония судьбы. Собрался я пойти купануться. Жарко. То еще тепловой удар случится от жары. Подхожу к реке. Бабочки. Ну и слепни есть. Заход в воду, конечно, так себе. Илистое дно. Но потом глубоко и песок. И, в общем, это меня не сильно волнует. Что это?
Вот это облако вздымается. Что-то это нехорошо. Такие атмосферные явления наводят на разные мысли. Как бы не было жуткой грозы. Когда гроза, купаться нежелательно. Молния может ударить в воду, и купающийся страдает. А тут много деревьев, которые явно были поражены молнией. Надо успеть до грозы. Да, суровое облако, странное. И ветерок какой-то поднимается. Вон рябь по воде пошла. Да. Ну, вещи практически все собраны. Заварю еще чайка. Уже заготовил в термосе с собой чай. Заварю еще чайка, попью. Вот бутылка. Одна кончилась воды. Во второй, ну там половина, можно сказать, осталась. Обратите внимание, какая вода. И это посреди болот. Чистейшая, прозрачная вода. Вообще не коричневая. И вот скарб. Практически все вещи, за исключением посуды. Вложил в рюкзак герму на тот случай, чтобы, если ливень будет, чтобы спальник там не отсырел. А вот из вещей еще что? Мешочек с продуктами. Вот в это я убираю все кухонные принадлежности, посуду свою. Ну, одежда, полотенце. Вот, оставил дрова, что уставшие путники придут, а тут уже заготовлены дрова. Вспомнят добрым словом, надеюсь. Ну, а не добрым, что поделаешь. Вот. Пока нет грозы. Не, ну как же быстро изменяются облака. Удивительное облако. Сюда ползет. А там вот темное что-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как бы мне не попасть под стихию. Такое здесь уже случалось, уже было такое дело. Ух, слепней сколько. Ладно, посмотрим. Может, еще черничку соберу. Заварю компотик все. Ох, хороша черника. Рано она в этом году пошла. Ну все, покидаю это место. Очень надеюсь, что не навсегда.
Вот все мои вещички. Бутылки отнесу в потайное место рядом с родником. Идти вот туда. Вот палки стоят. Люблю я с палками ходить. Очень мне это нравится. А идти надо вот туда. Через лес, через чащобу. Ну, по тропинке. Возле родника. Потом асфальтовое шоссе. Без машин практически. И станция Тасина. Вот такое вот место. Если вдруг захотите сюда приехать, проявите к нему уважение. Не гадьте, ничего не оставляйте, никакого мусора. Не устройте пожар. Я убежден, место отблагодарит вас. Тут есть какой-то свой дух. И он следит за тем, как ведут себя люди. Не обижайте это место, если приедете сюда когда-нибудь. Не оскверняйте его. Нам всем воздастся за наши дела. А теперь пора в путь. В путь через лес. Вот дом. Сколько сюда езжу, он все разрушается и разрушается. Некому его починить. Вот приближается цивилизация. Там остановка автобуса, который ходил когда-то в давние годы. Я не застал. Вот тут вот сирена, телефон. В общем, такие серьезные блага цивилизации. Пешеходный переход. Тут этот знак очень необходим. Эх, народ. И вот там вот находится железнодорожная станция.